О советско-афганской войне написано множество книг. Снято большое количество художественных и документальных фильмов. Однако тема дезертирства практически не затрагивается. Видимо, ни у кого нет желания говорить о своих бывших сослуживцах, которые нарушили присягу и перешли на сторону маджахедов. Но сегодня речь пойдет именно об этом. О дезертирстве советских солдат в афганской войне. 25 декабря 1979 года советские вооруженные силы зашли на территорию Афганистана и находились там почти 10 лет, до середины мая 1988 года. За все это время большое количество наших солдат по разным причинам оказались в лагере маджахедов. Кто-то просто растворился среди местного населения, а кто-то стал воевать против своих вчерашних сослуживцев. Самая частая причина, по которой наши солдаты переходили на сторону афганских маджахедов, это попадание в плен. По данным заместителя председателя Госкомитета Украины по делам ветеранов Валерия Облазова, за всю афганскую войну в плен попали 417 советских солдат. Их судьба сложилась у всех по-разному. 130 человек из них были освобождены еще до окончания войны. Около 100 человек погибли, в том числе и мученической смертью. Более 60 солдат приняли ислам, обзавелись семьями и полностью ассимилировались в афганской среде. Некоторые были завербованы маджахедами и стали воевать против своих бывших сослуживцев. Многие из перебежчиков-дезертиров до сих пор живут в Афганистане. Они сменили имена и даже не думают возвращаться на родину, которая за 30 с чем-то лет для всех очень сильно изменилась. По данным Российского союза ветеранов Афганистана, по состоянию на 15 февраля 1989 года насчитывалось 64 советских солдата, которые перешли на сторону афганских маджахедов и стали воевать против своих бывших сослуживцев. По другим источникам, таких солдат могло быть не менее 100. В декабре 1989 года Верховный Совет СССР принял решение об амнистии бывших советских военнослужащих, которые совершили преступления, находясь в Афганистане. Теперь с точки зрения закона изменников на афганской войне не было. Однако бывшие советские солдаты-перебежчики все же не спешили возвращаться на родину. Сотрудники Комитета по делам воинов-интернационалистов СНГ до последнего времени вели поиски оставшихся в Афганистане советских военнослужащих. Поисковикам удалось обнаружить 29 человек. Из них 22 согласились вернуться на родину, остальные предпочли остаться в Афганистане. 266 человек по-прежнему остаются пропавшими без вести. Единственным шансом остаться в живых для советских солдат, которые попали в руки афганских маджахедов, было принять ислам. И, конечно, не все хотели становиться героями посмертно. Многие выбрали жизнь. Будучи уверенными, что на родине их в худшем случае ждет тюрьма, они решили кардинально изменить свою жизнь, принять ислам и остаться жить в Афганистане, только уже по другим, новым для них правилам и законам. Тем не менее, власти СССР относились к дезертирам весьма лояльно. Их по-прежнему продолжали искать. Прошло много лет с тех пор, как последний советский танк покинул территорию Афганистана. Но призраки десятилетнего советского присутствия до сих пор живут в горах на севере страны. Они ведут такой же образ жизни, как и местные жители, носят такую же одежду и разговаривают на языке пуштунов. Конечно, на фоне коренных афганцев они отличаются бледноватым оттенком кожи, но это мало кого волнует. За 30 с лишним лет они давно стали частью Афганистана, а он стал частью их. В армейской среде часто можно было услышать истории о том, как похищали советских солдат. Например, отойдя ночью далеко от своей базы или отправившись в деревню за сигаретами, советские бойцы попадали в окружение вооруженных маджахедов. Приняв ислам, такие солдаты быстро растворялись среди пуштунов. И уже тяжело было понять, маджахеды это или нет. Советские военные, конечно, прочесывали все деревни, но найти пропавших солдат было практически невозможно. После принятия амнистии бывшие советские солдаты-дезертиры получили возможность вернуться на свою родину без каких-либо последствий.
Однако немногие из них воспользовались этим предложением. А те, кто все-таки приехал, предпочли вернуться обратно в Афганистан. Россия после перестройки уже мало чем напоминала ту страну, которую они покинули много лет назад. У каждого советского дезертира была своя история, которая сподвигла его перейти на другую сторону фронта. Юрий Степанов из Башкирии попал в афганский плен в конце 80-х. 18-летнему парню маджахеды предложили выбор – принять ислам и жить по новым правилам, или смерть. Юра выбрал жизнь. Советский рядовой принял ислам и получил новое имя Махибулла. Позднее он стал хорошо зарабатывать, занимаясь подзарядкой аккумуляторов на рынке. После долгих раздумий и колебаний в 2006 году Юрий Степанов, он же Махибулла, вернулся в Россию. Рядовой Сергей Красноперов из Кургана дезертировал после того, как его уличили в торговле военным имуществом. Парень добровольно перешел на сторону афганских маджахедов и принял ислам. Получив новое имя Нур Мухаммад, он служил телохранителем у боевого командира узбекского происхождения Абдул-Рашида Дустума. Сейчас Красноперов живет в Афганистане. Он женился на афганской девушке, у него 6 детей. Возвращаться в родной Курган мужчина не собирается, ссылаясь на то, что не может бросить семью на произвол судьбы. Геннадий Цевмы из города Торез Донецкой области попал в плен к маджахедам в 1983 году по глупости. По его словам, он пошел в деревню из любопытства, посмотреть, чем занимаются люди. Подойдя к мечети, Цевма был окружен вооруженными людьми. От предложения принять ислам и тем самым сохранить себе жизнь Геннадий отказываться не стал. «Я 6 лет жил под их надзором. Они заставляли стрелять меня по нашим. Были просто больные на голову и не понимали, где хорошо, а где плохо. Я говорил им: пошли вы к черту, я не буду стрелять по своим», — вспоминал Цевма. В 2000-х годах российские и украинские власти приложили немало усилий, чтобы вернуть Геннадия Цевму домой. Ему пообещали предоставить работу и квартиру, купили билет до Москвы и выдали $2000 на обеспечение переезда вместе с семьей. Однако бывший советский солдат внезапно передумал ехать. Спустя 30 лет Геннадий Цевма, он же Ник Мохаммад, приезжал в гости на родину, чтобы проведать родню, но уже вскоре вернулся обратно в Афганистан, где его ждала жена и дети. Харьковчанин Николай Выродов перед отправкой в Афганистан пообещал: «Я или вернусь домой героем Советского Союза, или не вернусь вообще». Исполнилось второе. По словам Выродова, он стал свидетелем безжалостного убийства советскими солдатами 70 человек из афганской деревни. Это побудило его перейти на сторону маджахедов, принять ислам и сражаться против своих бывших сослуживцев. После того, как советские войска покинули Афганистан, Николай Выродов под новым именем Насратулла еще около 8 лет работал подрывником у разных командиров. Мужчине даже удалось поработать в личной охране бывшего премьер-министра Афганистана Гульбеддина Хикматияра. Дезертир говорил, что маджахеды были очень довольны русскими бойцами, особенно теми, кто занимался перехватом информации по российским радиоканалам. Когда ему задали вопрос, каково это сражаться против своих бывших соотечественников, дезертир ответил просто: «Если вы находитесь на линии фронта, то вам приходится драться и убивать». Николая Выродова продолжали искать вплоть до 1996 года. Сначала КГБ и военная разведка, затем отец и родственники. Сейчас Насратулла работает в местной полиции. Он всем доволен и ни о чем не жалеет. Возвращаться на родину Николай не собирается. На этом у меня все. Если видео было вам интересным, ставьте лайки и не забывайте подписаться. До новых встреч!